Эпиграф. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда, завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро. Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства. Одно из самых популярных общественных пространств Москвы. ВДНХ – это 325 гектаров с историческими павильонами, арками, музеями, прудами, парками, аллеями, фонтанами, цветниками и скульптурами. 49 объектов культурного наследия. Среди них монумент, рабочая колхозница, фонтан «Дружба народов» и каменный цветок, павильоны, земледелие, советская культура, космос и другие. А еще ВДНХ, а ранее ВСХВ, это фантазия о будущем. Будущем, к которому двигался или думал, что двигался советский народ. Здесь, среди величественных зданий, было царство света, чистоты, порядка. Перенесемся в 30-е годы 20 века, когда создавалась выставка. 10 лет назад отгремела гражданская война. Старый мир исчезает, а новый нарождается. Если 20-е были детством советского общества, то 30-е – это его юность. Стали нашей юности полет. Слова из популярной песни 1938 года. Бурными темпами идет индустриализация, для которой нужны все ресурсы страны и общества. Кипит работа на стройках коммунизма. Меняются русла рек, строятся каналы, создаются искусственные моря и гидроэлектростанции. Возникают огромные предприятия. Но эти изменения даются дорогой ценой. Жизнь простого советского гражданина далека от привычного современному человеку комфорта. Вот, например, какой запомнилась Москва Александру Зиновьеву, подросткам, приехавшему из деревни к отцу в город. Потом я узнал, что в подвале было 5 комнат-клетушек, в которых жило 5 семей. На общей площади менее 70 квадратных метров обитало более 20 человек, кроме нашей семьи. Никакой ванны, допотопный туалет, гнилые полы. Представив меня жильцам квартиры, брат ввел меня в маленькую комнатушку, вид которой поверг меня не то что в состояние уныния, а в окаменение. Комната была узкая, 2,5 метра, и длинная, 4 метра, темная и сырая. На одной стене, густо покрашенной зеленой масляной краской, выступали большие капли воды, стекавшие тонкими струйками на пол. Небольшое, вечно грязное снаружи окно выходило прямо на тротуар. В деревне дело обстояло не легче. Индустриализация страны требовала огромного количества рабочей силы и ресурсов. Деревни отвели роль донора. Для этого, с одной стороны, необходимо было создать условия, вынуждавшие людей уезжать в города. С другой – повысить эффективность сельского хозяйства, так как без экспорта зерна за границу невозможно было закупать оборудование и технику для строящихся заводов. В сельском хозяйстве был ряд объективных проблем. Низкая производительность труда из-за отсутствия механизации, малоземелье, низкая грамотность. Их решала коллективизация, объединение людей в колхозы. Это позволяло совместно использовать дорогостоящую технику и технологии для обработки земли, недоступные при ведении индивидуального хозяйства. По словам Маркса, бытие определяет сознание. Но в случае советской деревни ни бытие, ни сознание не поспевали за полетом мысли визионеров из Политбюро, не желающих учитывать косность крестьянского мышления. Например, крестьяне, видимо не веря в идеалы коммунизма, не желали отдавать личную скотину на благо общества, предпочитали ее забивать, что привело к существенному сокращению поголовья скота, предвестнику будущего голода. И без того волюнтаристские цели выливались в бесчеловечные перегибы на местах. Из писем Михаила Шолохова Сталину, 1933 год. Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку. Хлеб надо взять любой ценой. Будем давить так, что кровь брызнет. Дров наломать, но хлеб взять.
Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью, будем сам выслан с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем как тени слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежища от холода в сараях, в мекинниках. Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти, в хуторе Волоховском Лебяжинского колхоза. Ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаившую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми? Но выселение — это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба. Массовое избиение колхозников и единоличников. Зажатие в холодную. Есть яма? Нет. Ступай, садись в амбар. Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия – январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили. Скажешь, где яма? Опять подожгу. В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос. Список этот, к сожалению, длинен. Похожие перегибы происходили и в Поволжье, и в Казахстане, и на Украине. Совокупность этих событий плюс неурожай, вызванный естественными причинами, привели к голоду 1932-1933 года, в результате которого умерло несколько миллионов человек. Вот в такой исторический период появилась ВСХВ или ВДНХ, как оно называется сейчас. Спустя 2 года после описанных Шолоховым событий, в 1935 году Иосиф Виссарионович дал указание организаторам Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников подготовить предложение о создании Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Предложение озвучил Народный комиссар земледелия СССР М.А. Чернов. Участники съезда единогласно проголосовали за это предложение. В тот же день было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Это постановление и сделалось конкретным началом создания выставки. Читаем документ. Совет народных комиссаров Союза СССР и Центральный комитет ВКП. Совет народных комиссаров Союза СССР и Центральный комитет ВКП Б. Постановляют. Первое. Организовать согласно предложению Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве в 1937 году, с тем, чтобы в дальнейшем территорию, помещение и оборудование этой выставки использовать для построения Всесоюзного дома колхозов, немедля принять необходимые подготовительные меры для организации выставки. Председатель Совета народных комиссаров СССР В. Молотов, секретарь Центрального комитета ВКП Б. И. Сталин, 17 февраля 1935 года. Выставка должна была показать успехи колхозного строительства и продемонстрировать изобилие. Первоначально ВСХВ планировалась временная, всего на 100 дней. Затем на ее территории уже с использованием построенных сооружений намеревались устроить Всесоюзный дом колхозов, нечто типа главного санатория страны, и разместить его в главном павильоне, который в первоначальных проектах назывался Дворцом науки, техники и политики партии в деревне. Поэтому первоначально все павильоны выставки планировались как легкие изящные здания, в основном построенные из дерева. Пожелания к архитектуре тоже менялись. На смену утилитарному конструктивизму приходил неоклассицизм. Предложенная Алтаржевским концепция
была признана недостаточно отражающей те высоты, которых достигло сельское хозяйство страны. Строительство выставки шло тяжело. Открытие было приурочено к 20-летию Великой Октябрьской революции. Но к 1937 году выставку открыть не удалось. Сроки срывались, открытие несколько раз переносили. В 1938 году, во время последнего московского процесса, в число обвиняемых вместе с Николаем Бухариным попал и Михаил Чернов, руководитель выставочного комитета. Пусть прогремит ваш приговор, как освежающая и всеочищающая гроза справедливого советского наказания. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного — изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного — раздавите проклятую гадину. В открытом судебном заседании в городе Москве 2-13 марта 1938 года Бухарина Николая Ивановича, Чернова Михаила Александровича в высшей мере уголовного наказания расстрела, конфискации своего лично принадлежащего имущества. 21 августа 1938 года вышло постановление, подписанное Михаилом Калининым, отмечающее неготовность павильонов и руководства выставки к ее открытию. В нем было написано предложить Наркомзему и Наркомсовхозов СССР немедленно исправить указанные ошибки и недостатки в организации Всесоюзной сельхозхозяйственной выставки, перенести открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на 1939 год, назначив открытие на 1 августа. И вот прошел год. Наступило 1 августа 1939 года. Выставку открывает председатель Совета народных депутатов Вячеслав Молотов. Послушаем несколько выдержек из его выступления. Товарищи, открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки является всенародным торжеством. В ней находит свое отражение великая победа колхозного строя, окончательно очистившего советскую землю от кулаков и других эксплуататоров, освободившего путь для победоносного подъема социалистического сельского хозяйства и всей нашей страны. Настоящая сельскохозяйственная выставка подводит итог десятилетию, в начале которого крестьянские массы окончательно повернули от мелкого единоличного хозяйства к крупному колхозному хозяйству. Вспомните, товарищи, год Великого Перелома, 1929 год, когда совершился этот поворот крестьянства на путь коллективизации, поворот крестьянства нашей страны на путь колхозов. В своей знаменитой статье «Год Великого Перелома» товарищ Сталин писал в конце 1929 года: «Рушится и превращается в прах последняя надежда капиталистов всех стран, мечтающих о восстановлении капитализма в СССР, священный принцип частной собственности. Крестьяне, рассматриваемые ими как материал, унаваживающий почву для капитализма, массами покидают хваленое знамя частной собственности и переходят на рельсы коллективизма, на рельсы социализма. Рушится последняя надежда на восстановление капитализма. В нашей деревне нет больше и крестьянской бедноты, которая недавно еще составляла треть крестьянской массы, а до революции составляла больше половины крестьянства. Мы навсегда освободились и от этого спутника старого, буржуазно-помещичьего государства. Крестьяне-колхозники трудятся теперь только для себя самих, для своего благополучия и счастья. Для всех крестьян-колхозников в нашей стране открыт путь к зажиточной и культурной жизни. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка дает многочисленные доказательства этому показом многих тысяч живых примеров роста и укрепления наших колхозов и совхозов, показом многочисленных примеров зажиточной и культурной жизни колхозников. Эта выставка дает показ начавшегося могучего расцвета сил всех республик, краев и областей нашей великой страны. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке получили право участвовать 15 059 колхозов, 11 004 колхозных фермы,
268 МТС, 795 совхозов. Кроме того, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке получили право участвовать 155 821 человек из передовиков и знатных людей сельского хозяйства. А теперь и мы прогуляемся по выставке, вслед за ее первыми гостями. Я сейчас нахожусь у центрального входа на выставку. За моей спиной арка главного входа. Арка в духе имперской архитектуры Древнего Рима. Несколько интересных фактов. Арку венчает главный символ выставки – скульптура тракториста и колхозницы. Ее довоенный аналог – скульптура рабочей колхозницы располагался на 65-метровой высоте башни Конституции, рядом с главным павильоном выставки Всесоюзной сельхозхозяйственной выставки. Довоенный вариант скульптуры был несколько фривольный. Тракторист одной рукой держал сноп пшеницы, а другой поддерживал колхозницу за талию. Но в послевоенном варианте 1954 года тракторист уже не позволяет себе таких вольностей. Арка очень похожа на Бранденбургские ворота Берлина. В 1939 году, когда открылась выставка, здесь был лес. Поэтому мы направимся к центральному входу, через который на выставку входили гости в 1939 году, в день ее открытия. А он находился вот там. Центральный вход тогда располагался севернее и выглядел иначе. На экране сейчас фрагмент фильма «Подкидыш», снятого в 1939 году, в год открытия выставки. Я вхожу в арку северного входа. В дни открытия выставки это и был основной вход. В 1937 году на этом месте была построена арка по проекту первого главного архитектора выставки Вячеслава Олторжевского. Человека интересной судьбы, но уже спустя год она была разобрана по причине недостаточно торжественного архитектурного облика, а сам Олторжевский был осужден и отправлен в Воркуту. На этом месте построили нынешнюю арку по проекту Леонида Полякова. Гости выставки, как я сейчас, проходили через эту арку и попадали на площадь колхозов. Сейчас посредине площади располагается фонтан Дружбы народов, но по первоначальным проектам его там не было. И на месте фонтана стоял центральный павильон. Мы только что прошли по главной аллее и попали на площадь колхозов. Здесь перед нами главный павильон выставки. Вдоль большой аллеи, ведущей к площади механизации, расположились павильоны Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР, Поволжье, Белорусская ССР. С другой стороны площади павильон Украины. Большая часть этих павильонов сохранила свой исторический облик, кроме утраченного ныне павильона Республики Грузия. На месте главного павильона в 50-е годы построили фонтан Дружба народов. Посмотрите на него и движемся дальше. Осмотрим павильон Армянской ССР. В настоящее время павильон номер 13 Музея Востока. Создать проект павильона для Армянской ССР было предложено архитектору Алабянову. СССР готовился к международной выставке в Нью-Йорке, где знаменитый Зодчий выступал с автором Иофана. Павильон Армянской ССР построили в рекордные сроки – 7 месяцев. Его вход украсил трехнефный портал, расположенный в лоджии. В таком виде здание просуществовало до начала 60-х годов. К сожалению, во время реконструкции выставки, когда она стала в ВДНХ, павильон номер 13, который теперь посвятили здравоохранению, претерпел глобальное изменение, не в лучшую сторону. В 90-х павильон превратился в торгово-офисный центр, практически полностью лишившись внутреннего интерьера. А вот сейчас, во время реставрации выставки, он вернул себе свой прежний облик, стал выглядеть так, как выглядел в 1939 году, но без ТОФа. Следующий павильон – Азербайджанская ССР. Павильон Азербайджан, 14-й павильон ВДНХ, построенный в 1939 году и реконструированный в 1967. Изначально носил название Азербайджанская ССР. После 1964 года вычислительной техники облик павильона был решен в стиле сталинского ампира с добавлением азербайджанских этнических мотивов.
Азербайджанская ССР привносила в парадный образ выставки аромат странствий по Великому Шелковому пути, чай и кофе, айву и виноград, дыни и рахат лукум, апельсин и лимон. Экспозиция, раскрывающая успехи республики в области растениеводства, ирригации, животноводства, шелководства и рыболовства, культуры и быта, продолжал роскошный сад, расположенный посреди павильона. Росли в нем не только орехи и фрукты, но и деревья ценных пород. В центре сада был установлен большой аквариум с фонтанами. В стеклянном восьмиграннике плавали осетры и севрюги с Каспийского моря. В 1959 году на месте фонтана построили оранжерею, где высадили маслины, гранат, хурму и другие культуры, выращиваемые в Азербайджане. В 1964 году тематика была полностью изменена, и в павильоне разместилась экспозиция вычислительной техники, демонстрировавшей посетителям новейшие разработки советских конструкторов в этой отрасли и производстве электронно-вычислительных и управляющих машин в Советском Союзе. В 90-е экспозиция была упразднена, и павильон использовался в целях торговли. До 2013 года в нем размещался небольшой музей восковых фигур. В 2014 году была проведена реставрация павильона, в ходе которой был демонтирован фасад 1967 года, и павильон возвращен его первоначальный вид. Эти работы встретили критику со стороны общественного движения «Аркнадзор», ряд участников которого настаивал на исторической ценности фасада 1967 года. В 2016 году павильону была возвращена первоначальная тематика, и он был официально передан Азербайджану. Вот смотрите, прошло несколько поколений, а к общественной собственности так и не прибавилось уважения у населения. Первоначально, к 1937 году, был возведен временно, как и вся строящаяся выставка, деревянный павильон Украины, который напоминал преображенный образ украинской хаты. Позже авторам пришлось несколько раз вносить корректировки в проект, но значительное видоизменение павильона произошло в конце марта 1939 года, за 4 месяца до открытия ВСХВ. В дни 18-го съезда ВКП-Б первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев посетил только что построенный павильон Украинской ССР и был очень недоволен. Украина – житница Советского Союза, а павильон хуже павильона Москвы, с возмущением сказал Хрущев. Павильон снесли и возвели новый, по предложению главного инженера ВСХВ Алексеева. Строение обнесли наружными стенами, со всех сторон павильон украсили золотыми колосьями, арку входу выделял венок из гирлянд сочных фруктов и плодов. Над входом в нише повесили витраж, выполненный из блестящей цветной пластмассы, впервые использованной для оформления зданий. И вот мы подошли к площади механизации. Согласно первому генеральному плану ВСХВ, в центре восьмиугольной площади реконструкции сельского хозяйства, а после механизации, соединенная аллеей с площадью народов СССР, а после площадь колхозов, должен был возвышаться павильон механизации, увенчанный декоративной башней. Автором проекта этого сооружения, как и всего планировочного решения, был Вячеслав Алторжевский. Однако спроектированное им решение для павильона механизации оказалось практически бесполезным, так как не справлялось с задачами демонстрации нескольких сотен моделей тракторов, машин, самолетов, использованных в сельском хозяйстве. Они полностью туда не помещались. В 1939 году на месте ракеты «Восток» был 25-метровый монумент Сталину. Возвел его скульптор Меркуров. Гигантский монумент, изображающий организатора и вдохновителя побед социалистического строительства, любимого вождя и учителя народов СССР и трудящихся всего мира великого Сталина. Монумент был создан в 1938-1939 году в ходе реконструкции площади механизации на месте ранее построенного здесь по проекту Алторжевского павильона механизации. В 1951 году проект выставки полностью переработали. В ходе работ монумент был демонтирован. Новый монумент должен был появиться на площади колхозов, но после смерти Сталина в 1953 году уже не появился. Сейчас, малыш.
К открытию ВСХВ 1 августа 1939 года через всю территорию от площади колхозов, ныне Дружба народов, то вплоть до запрудной зоны была проложена аллея, завершающаяся перспективой на красивые пруды. Разработка проекта фонтанов и прилегающей к нему территории принимал участие архитектор Петров. Изящный фонтан «Колос» был выполнен из медных листов, что выделяло его на фоне белоснежных павильонов, расположившихся на берегах пруда. Первый «Колос» едва дожил до войны, медные листы темнели и разрушались, и был демонтирован в 1949 году. Тогда, в 50-е, ВСХВ реконструировали. В связи с аварийным состоянием было решено не просто заменить все прежние конструкции, но создать новый «Колос». А что сейчас происходит на ВДНХ? В части павильонов расположились интерактивные выставки, демонстрирующие или прежние достижения, или рисующие туманные концепты будущих успехов. А там, где раньше под аккомпанемент хрюкающих поросят и мычащих коров прохаживались колхозники и колхозницы, теперь рестораторы заманивают избирательных москвичей и гостей столицы. Выставка уже давно перестала быть выставкой хозяйственных достижений, а превратилась в огромный рекреационный объект. Но все же, находясь здесь, сложно не задуматься об ушедшей эпохе. Эпохе, когда меньшинство взвалило на себя бремя богов и попыталось, подобно Прометею, принесшему людям огонь, построить лифт и затащить необразованное большинство на несколько социальных ступеней вверх. Есть старая восточная мудрость. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Большинство оказалось не готово к светлому будущему. Революция в России во многом повторила судьбу Великой Французской революции. Гражданская война, интервенции, голод, Прометеи перегрызлись друг с другом из-за власти. К сожалению, нельзя не признать, что эксперимент над жизнями нескольких поколений провалился. Отсюда вопрос, в состоянии ли воля личности или группы личностей изменить социум, или все, что они могут, это породить кровавые круги на воде истории. А социальное развитие общества и истории детерминированы и идут своим чередом.